Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Знали ли вы, что знак зодиака Весы – один из самых загадочных и противоречивых в астрологии? В них всегда чувствуется некая двойственность. Одни их обожают, другие просто не выносят. Но почему? Почему именно Весы вызывают такие сильные эмоции у окружающих? Мы подготовили для вас невероятно откровенный ролик, в котором раскроем 25 причин ненависти к Весам, о которых вы точно не знали. Мы не просто расскажем, что не так с этим знаком, но и поделимся мощными астрологическими секретами, как преодолеть эти проблемы и превратить их в свои сильнейшие качества. В конце ролика мы расскажем о 15 действенных шагах, как Весам устранить свои недостатки и причины ненависти к ним со стороны других людей. Не упустите шанс изменить свою жизнь и научиться использовать планетарные энергии в свою пользу. Смотрите видео до конца и узнайте, как легко избавиться от этих кармических ловушек. Впереди только важные и полезные открытия. Итак, поехали. Причина первая – нерешительность Весов. Весов часто называют нерешительными, так как они долго анализируют каждую ситуацию, взвешивая плюсы и минусы. Это раздражает окружающих, особенно тех, кто ценит скорость и решительность. Весы боятся ошибиться, так как стремятся к идеалу, но это приводит к застою, который воспринимается как слабость. Кармический совет. Нерешительность Весов связана с их кармическим уроком, понять, что выбор – это тоже движение, а не страх ошибки. Каждое решение, даже ошибочное, помогает расти и учиться. Секрет в том, чтобы доверять своей интуиции и не бояться последствий, ведь Вселенная всегда дает второй шанс. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я с легкостью принимаю решения, следуя своей интуиции и доверию к миру. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, как вы держите в руках весы. На одной чаше – ваши страхи и сомнения, на другой – уверенность и решительность. Вдохните глубоко, и с каждым выдохом наблюдайте, как чаша уверенности становится тяжелее, вытесняя страх. Почувствуйте, как весы выравниваются, символизируя ваш баланс. Ритуал на избавление от нерешительности. Зажгите свечу светлого оттенка, например, белую или светло-голубую, символизирующую ясность ума. Напишите на листке бумаги свой страх перед принятием решений. Скажите: я отпускаю сомнения и выбираю уверенность. Сожгите бумагу над свечой, представляя, как дым уносит ваши сомнения. Завершите ритуал, выпив чашку травяного чая, мысленно поблагодарив Вселенную за поддержку. Причина вторая – лицемерие Весов. Весов часто упрекают в лицемерии, так как они стараются угодить всем, что иногда приводит к размытию их собственной позиции. Желание избегать конфликтов заставляет их говорить разное разным людям, и это создает впечатление неискренности. Кармический совет. Лицемерие – это признак страха нарушить гармонию. Кармическая задача Весов – понять, что истинная гармония начинается с искренности. Если вы честны с собой, окружающие тоже начнут вас уважать. И помните, правда не всегда рождает конфликт, иногда она приводит к ясности и доверию. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я выражаю свои мысли и чувства честно, сохраняя внутреннюю гармонию. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в центре красивого зала, окруженного зеркалами. В каждом зеркале вы видите свое отражение, но они искажают вашу внешность. Сделайте шаг вперед, вдохните и скажите: я есть я. Зеркала начинают выравниваться, показывая ваше истинное, искреннее отражение. Почувствуйте, как мир принимает вас таким, какой вы есть. Ритуал на искренность. Найдите время, чтобы побыть в тишине. Напишите список ситуаций, где вы скрывали свои истинные чувства. Зажгите розовую свечу, символ любви и принятия, и скажите: я прощаю себя за страх и выбираю искренность. Прочтите список вслух и затем порвите его, представляя, как вы освобождаетесь от неискренности. Завершите, выпив стакан чистой воды, представляя, как она очищает ваше сердце. Причина третья – поверхностность Весов. Увлеченность Весов внешней красотой и материальными вещами вызывает у окружающих ощущение поверхностности. Людям кажется, что Весы заботятся только о внешнем виде, а не о духовной глубине. Кармический совет. Кармическая задача Весов
осознать, что красота важна не только снаружи, но и внутри. Любовь к эстетике может быть дверью к духовной гармонии, если она исходит из сердца, а не из желания впечатлить других. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я ценю внутреннюю и внешнюю красоту во всем, что меня окружает». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите в саду. Вы видите прекрасный цветок, но вместо того, чтобы просто любоваться его внешним видом, вы касаетесь лепестков, чувствуете их нежность, ощущаете аромат. Понимаете, что его красота – это не только то, что видно, но и то, что ощущается. Ритуал на глубокое восприятие красоты: зажгите зеленую свечу, символ сердца и природы. Возьмите красивый природный объект, например, камень или цветок, и сосредоточьтесь на его деталях. Произнесите: «Я принимаю красоту природы и гармонию ее внутреннего совершенства». Положите объект в воду, например, в чашу, чтобы очистить его от любых поверхностных энергий. Носите этот объект с собой, как напоминание о глубине красоты. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение причин ненависти к знаку зодиака Весы. Причина 4. Холодность весов. Весы часто избегают глубоких эмоциональных разговоров, предпочитая сохранять дистанцию. Это вызывает ощущение холодности, словно они боятся показывать свои истинные чувства. Кармический совет. Кармическая задача весов – научиться открывать свое сердце. Эмоции – это не угроза, а мост к глубоким отношениям. Через открытое сердце весы могут найти гармонию, которой они так жаждут. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я открыто выражаю свои эмоции, создавая пространство для истинной близости». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваше сердце – это закрытая раковина с жемчужиной. С каждым вдохом и выдохом она начинает раскрываться, излучая мягкий розовый свет от жемчуга. Этот свет распространяется вокруг, согревая вас и тех, кто рядом. Ритуал на открытие сердца: зажгите розовую или красную свечу. Возьмите кристалл розового кварца и держите его на уровне сердца. Скажите: «Я открываю свое сердце для любви и гармонии». Представьте, как тепло от свечи согревает ваше сердце, убирая преграды. Завершите ритуал, написав письмо благодарности своим эмоциям, а затем спрячьте его в надежное место. Причина 5. Манипуляция весов. Весы обладают сильным обаянием, которое окружающие могут воспринимать как инструмент для манипуляций. Они умеют быть убедительными, что иногда кажется попыткой подчинить людей своей воле. Кармический совет. Весам важно понять, что их дар убеждения должен быть использован во благо. Кармическая задача – научиться не манипулировать, а вдохновлять людей на добро. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я использую свою силу убеждения для гармонии и благополучия всех». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы говорите с человеком, и из вашего рта выходит свет. Этот свет окружает собеседника, но не подавляет, а согревает, создавая чувство доверия и взаимопонимания. Ритуал на искреннее намерение: зажгите синюю свечу, символ честных отношений. Напишите на бумаге все свои сильные качества и таланты. Скажите: «Я использую свои дары для добра и создания гармонии». Сложите бумагу и храните ее в месте, которое ассоциируется с вашими целями, например, в рабочем столе. Медитируйте на этот список, представляя, как он помогает вам вдохновлять других. Причина 6. Излишняя вежливость весов. Весы часто стараются быть настолько вежливыми, что окружающие воспринимают это как фальшивость или уклонение от настоящих эмоций. Кажется, что они прячут свои истинные чувства за любезной улыбкой. Это раздражает людей, которым важна искренность и открытость. Но для весов вежливость – это их способ избежать конфликтов и сохранить мир вокруг. Кармический совет: истинная гармония начинается с принятия себя такими, какие вы есть, без масок. Кармический урок здесь – научиться быть честными в выражении эмоций, не опасаясь осуждения. Весам стоит помнить, что их открытость принесет в их жизнь более глубокие и искренние отношения.
Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я выражаю свои чувства искренне и с любовью, сохраняя гармонию в себе и вокруг. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в кругу близких людей. Ваша грудь излучает мягкий золотистый свет, символизирующий вашу искренность. Этот свет распространяется, и люди вокруг улыбаются, чувствуя вашу истинную душу. Вы открыты, а их ответные улыбки подтверждают вашу уверенность в себе. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите лист бумаги и ручку. Напишите на листе 3 ситуации, где вы, возможно, были слишком вежливыми, подавляя свои истинные эмоции. Зажгите свечу, лучше голубую или белую, символ гармонии. Прочитайте каждую ситуацию вслух, а затем скажите: я принимаю свои чувства и выражаю их открыто, сохраняя мир в сердце. Сожгите лист над пламенем свечи, представляя, как блоки уходят в прошлое. Оставьте свечу догорать и поблагодарите Вселенную за возможность быть собой. Причина 7. Зависимость весов от мнения других. Весы склонны подстраиваться под чужие ожидания, боясь потерять расположение. Им важно чувствовать одобрение, иначе они начинают сомневаться в своей значимости. Это может раздражать окружающих, которые видят в этом слабость или отсутствие собственного мнения. Кармический совет. Этот урок учит весов осознавать, что их ценность не зависит от чужого мнения. Важно понять, что уважение к себе начинается изнутри, а не извне. Энергия Солнца поможет весам обрести внутреннюю уверенность. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я доверяю своим решениям и нахожу силу в своем внутреннем свете. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя стоящим в центре поля. Над вами яркое солнце, его лучи окутывают ваше тело, наполняя вас теплом и уверенностью. Вы улыбаетесь, чувствуя, что свет исходит изнутри вас. Ваша аура сияет, и люди вокруг восхищаются вашей внутренней силой. Ритуал на избавление от источника этой причины: на восходе солнца найдите тихое место, где можно увидеть солнечные лучи. Встаньте лицом к солнцу, закройте глаза и скажите: я наполняюсь светом и силой. Я верю в себя. Ощущайте, как энергия солнца заполняет ваше тело, убирая страхи и неуверенность. Сделайте глубокий вдох, поблагодарите светило и заверните этот момент в медитацию. Причина 8. Избегание весами конфликтов. Для весов важно поддерживать мир, и они часто стараются избегать любых разногласий. Однако это может приводить к подавлению проблем, что раздражает людей, предпочитающих прямые и честные обсуждения. Кармический совет: учитесь видеть конфликты как возможность роста и очищения. Кармический урок здесь: осознать, что разногласия могут укреплять отношения, если подойти к ним с мудростью и терпением. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я спокойно решаю конфликты, создавая пространство для истины и понимания. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте сложную ситуацию или конфликт. Ваша аура переливается зелено-голубыми оттенками, символизируя спокойствие и мудрость. Вы уверенно говорите, и ваши слова касаются сердец, разрешая напряжение. Ритуал на избавление от источника этой причины: вечером зажгите 2 свечи, одну белую — мир и одну красную — энергия. Напишите на листе ситуацию, которая вас беспокоит. Произнесите: я принимаю урок этого конфликта и нахожу в нем путь к гармонии. Сожгите лист над пламенем красной свечи, а затем задуйте белую свечу, говоря: теперь я свободен от страха перед конфликтом. Причина 9. Пассивность весов. Весам часто трудно проявить инициативу. Они долго обдумывают варианты, ожидая идеального момента, что раздражает окружающих своей медлительностью и неуверенностью. Кармический совет: пассивность – результат страха перед ошибками. Весам стоит осознать, что движение вперед, даже небольшими шагами, приводит к гармонии. Доверие к себе – ключ к преодолению этого вызова. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я двигаюсь вперед с уверенностью и радостью, доверяя потоку жизни. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя на дороге. Каждый ваш шаг зажигает свет на пути, а впереди открывается красивая долина, наполненная цветами. С каждым шагом вы чувствуете уверенность и радость.
Ритуал на избавление от источника этой причины. Найдите небольшой камень, символизирующий вашу тяжесть или страх. На рассвете возьмите его в руки и скажите: «Я оставляю страхи и двигаюсь вперед». Бросьте камень в воду, реку или море, или закопайте в землю, представляя, как ваши сомнения исчезают. Повернитесь лицом к солнцу, сделайте глубокий вдох и мысленно поблагодарите Вселенную. Причина 10. Зависимость весов от партнера. Весы иногда кажутся слишком привязанными к своим отношениям. Им бывает трудно быть самостоятельными, что вызывает раздражение у тех, кто ценит независимость. Кармический совет. Понять, что партнерство – это союз двух равных личностей, а не слияние в единое целое. Весам нужно учиться быть автономными, чтобы создавать крепкие и гармоничные отношения. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я нахожу баланс между независимостью и любовью, оставаясь верным себе». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя и партнера как два сильных дерева, растущих рядом. Ваши корни переплетены, но каждое дерево растет независимо, достигая небес. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите две ленты разного цвета, символизирующие вас и вашего партнера. Свяжите их узлом, произнеся: «Мы соединены любовью, но свободны в выборе». После ритуала ленты можно хранить как напоминание о балансе. Причина 11. Избегание весами ответственности. Весы часто уклоняются от важной ответственности, что воспринимается как легкомысленность. Они предпочитают доверять другим, боясь совершить ошибку. Кармический совет, кармический урок здесь: осознать, что ответственность – это ключ к росту души. Принимая свои обязанности, весы открывают двери к новым возможностям. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю ответственность с благодарностью и уверенностью». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы держите весы в руках. Каждая чаша символизирует ваши обязанности. Вы наполняете их золотыми шарами, представляющими уверенность и силу, и видите, как весы остаются в равновесии. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите лист бумаги и напишите на нем свои текущие задачи. Зажгите фиолетовую свечу, символ мудрости, и скажите: «Я принимаю эти задачи и уверенно их выполняю». Сожгите бумагу в пламени свечи, наблюдая, как ваши страхи исчезают, оставляя место уверенности. Причина 12. Весов считают слишком наивными. Весов часто обвиняют в излишней наивности, потому что они склонны видеть в людях лучшее и доверять окружающим. Это их природная склонность к гармонии и оптимизму, однако иногда они чрезмерно идеализируют людей и не замечают их скрытых мотивов. Такое поведение вызывает недовольство у тех, кто видит в этом слабость, ведь весы будто не умеют распознавать теневую сторону других людей. Кармический совет: наивность весов – это кармическое задание. Это испытание научить их мудро различать добро и зло, а также научиться защищать свои границы. Кармическая задача заключается в том, чтобы не терять веру в людей, но в то же время быть более внимательными к их действиям, а не только словам. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я доверяю себе и своим ощущениям. Я вижу истину в людях и защищаю свою внутреннюю гармонию». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как вы окружены светом, который символизирует вашу внутреннюю силу. С каждым вдохом вы ощущаете, как этот свет становится ярче и начинает создавать вокруг вас невидимую защитную ауру. Вы видите всех людей вокруг, но через эту ауру, которая помогает вам различать истинные намерения каждого. Почувствуйте, как ваша интуиция становится сильнее, и вы начинаете понимать, кому можно доверять, а кого стоит держать на расстоянии. Ритуал на избавление от источника этой причины. Для избавления от наивности и улучшения интуитивного восприятия проведите ритуал с защитными кристаллами. Возьмите черный турмалин или обсидиан, камни, которые помогают защищать энергетику и очищать от негативных влияний. Сядьте в тихом месте и держите кристалл в руках, сосредоточив внимание на своем дыхании. Представьте, как с каждым выдохом из вашего тела уходят все иллюзии и наивные ожидания, и как с каждым вдохом вы наполняетесь ясностью и мудростью. По завершению ритуала положите камень под подушку на ночь, чтобы его энергия продолжала работать с вами во время сна.
Причина 13. Весов обвиняют в медлительности. Весов часто обвиняют в том, что они слишком медлительны, поскольку принимают решения обдуманно, взвешивая за и против. Однако, в современном мире, где ценится скорость, это может восприниматься как нерешительность или даже слабость. На самом деле, такая медлительность – это природная особенность весов, позволяющая избегать импульсивных ошибок. Но эта медлительность порой вызывает раздражение у тех, кто привык к быстрой реакции и решительности. Кармический совет. Кармический урок весов здесь заключается в поиске баланса между скоростью действия и мудростью принятия решений. Весам нужно осознать, что не вся медлительность – это препятствие. Иногда замедление помогает глубже понять ситуацию и принять более правильные решения. Однако, чтобы быть успешными, весам следует научиться действовать быстрее в тех случаях, когда требуется решительность. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я мудро выбираю моменты для действия. Я доверяю своему внутреннему ритму и принимаю решения вовремя». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите на берегу реки. Река символизирует ваши мысли и решения. Сначала она медленно течет, и вам нужно обдумывать каждое движение, но вот перед вами появляется маленький камень. С каждым камнем, который вы бросаете в воду, река начинает течь быстрее. Почувствуйте, как вы настраиваетесь на быстрые, уверенные действия, когда это необходимо. Визуализируйте, как ваши решения становятся легкими и быстрыми, но в то же время точными и осознанными. Ритуал на избавление от источника этой причины. Для усиления решительности и быстроты действия используйте ритуал с огненной стихией. Вечером, перед закатом, возьмите свечу и поставьте ее на стол. Напишите на бумаге свои самые важные нерешенные вопросы или ситуации, где вам необходимо быстрее принимать решения. Зажгите свечу и сосредоточьтесь на пламени. Представьте, как огонь помогает вам стать решительным и быстрым. Оставьте свечу гореть до тех пор, пока она не погаснет, а затем храните бумагу в безопасном месте, чтобы это послание пришло к вам через энергию огня. Причина 14. Весов обвиняют в чрезмерной любви к роскоши. Весов часто обвиняют в любви к материальному и внешнему благополучию, что связано с их стремлением создавать вокруг себя гармонию и красоту. Иногда они проявляют излишнюю привязанность к роскошным вещам, которые могут символизировать комфорт и идеальный мир. Эта любовь к красивому и дорогому может раздражать тех, кто не понимает, что для весов важна не только внешняя красота, но и внутреннее благосостояние. Кармический совет. Кармическое задание весов в этом случае – научиться находить гармонию в простоте. Они должны осознать, что роскошь – это не обязательно только материальное, это может быть и состояние внутреннего мира. Весам нужно научиться ценить простые радости и не привязываться к вещам, чтобы не терять гармонию. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я ценю красоту во всем. Я нахожу богатство в простоте и благосостоянии духа». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в уютном, но простом месте, окруженном природой. Это место наполнено теплом и гармонией. Почувствуйте, как вы наслаждаетесь этой простотой, ощущая богатство внутреннего мира, не нуждаясь в излишествах. Позвольте этой энергии быть с вами в каждое мгновение, наполняя вашу жизнь благосостоянием, которое не зависит от материальных вещей. Ритуал на избавление от источника этой причины. Для привнесения гармонии и баланса в материальное восприятие создайте ритуал с использованием зеленого нефрита, камня, символизирующего изобилие и внутреннее богатство. Сядьте в спокойной обстановке, положив камень на ладонь. Закройте глаза и представьте, как энергия нефрита помогает вам обрести внутреннюю гармонию и изобилие в жизни, независимо от внешних факторов. В конце ритуала поблагодарите камень за его помощь и храните его рядом с собой для усиления энергетики благосостояния. Причина 15. Весов обвиняют в слабости. Весов часто считают слабыми из-за их склонности избегать прямых конфликтов и предпочитать мирное разрешение проблем. Они не любят проявлять агрессию, что воспринимается как слабость. Однако истинная сила весов заключается в их способности сохранять гармонию и спокойствие даже в сложных ситуациях. Это мягкость, которая скрывает силу духа. Кармический совет. Кармическое испытание весов заключается в осознании, что сила – это не всегда агрессия.
Настоящая сила заключается в способности сохранять внутренний мир и оставаться уравновешенным в любых обстоятельствах. Весам стоит научиться использовать свою мягкость как оружие, превращая ее в устойчивость и силу. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Моя сила в спокойствии. Я остаюсь сильным и уверенным в любых ситуациях». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя как дерево, корни которого прочно укоренены в земле, а ветви тянутся в небо. Ветры и штормы могут сильно трясти вас, но вы остаетесь сильным и устойчивым, потому что ваши корни глубоки. Почувствуйте, как с каждым вдохом вы становитесь все более стабильным и уверенным. Ритуал на избавление от источника этой причины: для укрепления внутренней силы проведите ритуал с использованием дерева. Найдите дерево в парке или лесу и прикоснитесь к его стволу. Закройте глаза и почувствуйте его энергию, которая проникает в ваше тело, укрепляя вашу устойчивость. Представьте, как с каждым вдохом вы становитесь все более сильным и уверенным, а каждый выдох уходит в землю, наполняя вас гармонией и силой. Причина 16. Весов обвиняют в стремлении к идеалу. Весы часто стремятся к идеалу, что делает их идеалистами в глазах окружающих. Их желание иметь все в гармонии и в своем лучшем виде может восприниматься как чрезмерная приверженность к идеалу, что вызывает раздражение у тех, кто не разделяет эту высокую планку. Кармический совет. Кармическое задание весов заключается в принятии несовершенства как неотъемлемой части мира. Им нужно научиться видеть красоту не в идеальном, а в процессе. Этот урок помогает им развить терпимость и гибкость, которые открывают новые горизонты. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю несовершенство как часть пути. Я ценю процесс, а не только результат». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы наблюдаете за цветком, который распускается. Этот процесс не всегда совершенен, иногда лепестки слегка изгибаются, но это делает цветок уникальным. Почувствуйте, как вы начинаете отпускать стремление к идеалу и наслаждаетесь каждым моментом. Ритуал на избавление от источника этой причины: для работы с принятием несовершенства создайте ритуал с использованием цветка. Возьмите цветок, который вам нравится, и внимательно рассмотрите его. Прочувствуйте каждый его лепесток, каждую линию. Почувствуйте, как этот процесс помогает вам принять все несовершенства в вашей жизни как часть вашего пути. Благодарите цветок за урок и позвольте себе отпустить идеальное ожидание. Причина 17. Весов обвиняют в бесхребетности. Весов часто обвиняют в отсутствии четкой позиции и твердости. Это из-за их стремления к балансу и гармонии, которое иногда проявляется в нерешительности. Весы могут избегать выражения четкого мнения, чтобы не создавать конфликтов. Это приводит к обвинениям в бесхребетности, хотя на самом деле они просто стремятся к поиску согласия. Кармический совет. Кармическое задание весов заключается в нахождении баланса между гармонией и собственной твердостью. Им нужно научиться быть гибкими, но в то же время не бояться принимать твердую позицию, когда это необходимо для сохранения их внутреннего мира. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я твердо стою на своих принципах, не теряя гармонии и открытости». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как вы стоите на утесе, окруженном морем. Ветер может быть сильным, но вы стоите твердо, ваши ноги ощущают землю, а ваше сердце открыто для мира. Почувствуйте, как с каждым вдохом вы укрепляете свою внутреннюю позицию, не теряя связи с миром. Ритуал на избавление от источника этой причины: для укрепления уверенности и твердости проведите ритуал с использованием камня горного хрусталя. Держите его в руках, сосредоточившись на своем дыхании. Почувствуйте, как энергия камня помогает вам становиться сильным и уверенным в своих убеждениях. На протяжении ритуала повторяйте аффирмации, усиливая ее действие. Причина 18. Ненависть к весам за переменчивость настроения. Весы часто воспринимаются как люди с изменчивыми настроениями. В одном моменте они могут быть искренне радостными и энергичными, а в другой поглощены депрессией или апатией. Это часто раздражает окружающих, которые не могут предсказать, чего ожидать от этих людей в следующий момент. Для многих такие изменения кажутся фальшивыми или манипулятивными. Кармический совет – это переменчивость, не случайность.
А важный урок, который весы должны понять. В их жизни часто происходят внутренние изменения, связанные с балансом между светом и тенью. Весам необходимо научиться гармонично справляться с колебаниями своих эмоций, принимая их как часть своего пути. Принятие своего внутреннего состояния без осуждения позволит обрести уверенность и покой. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю свои эмоции и использую их для роста и самопознания. Мои настроения – это мои учителя, и я благодарен за их мудрость. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себе спокойное озеро, на поверхности которого отражаются облака и деревья. Образуйте в своем воображении небольшой водоворот, который символизирует изменение ваших настроений. Заметьте, как он исчезает, когда вы принимаете свои эмоции и не сопротивляетесь их течению. Почувствуйте, как ваше внутреннее озеро становится все более спокойным, несмотря на внешние волнения. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите свечу белого цвета, символизирующую чистоту и баланс. Зажгите ее и сосредоточьтесь на ее пламени. Произнесите: мои эмоции – это свет и тень. Я принимаю их, как части своей души. Смотрите на пламя и представляйте, как оно успокаивает ваши внутренние волнения, приводя их в гармонию. Погасите свечу, представляя, как спокойствие и умиротворение наполняют ваше сердце. Причина 19. Ненависть к весам за дипломатичность и избегание конфликтов. Весов часто обвиняют в том, что они избегают острых углов и не готовы вступать в конфликты. Их стремление к гармонии порой воспринимается как слабость или нежелание стоять на своем. Это вызывает раздражение у людей, которые ценят откровенность и решительность в столкновениях. Кармический совет: карма весов связана с поиском мира внутри себя и вокруг себя. Они должны осознать, что конфликт – это не всегда зло. Иногда это необходимый процесс для утверждения собственной позиции. Рекомендуется научиться выражать свои мысли и чувства честно, не опасаясь возможных последствий. Это поможет весам избежать внутреннего конфликта, который возникает из-за их нерешительности. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я выражаю свои мысли ясно и без страха. Мой внутренний мир миролюбив, но я способен защищать свои границы и принципы. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите перед великими вратами, которые охраняют ваши личные границы. Вокруг них сияет свет, который отражает вашу уверенность. Позвольте себе почувствовать силу и уверенность, как вы спокойно, но твердо отстаиваете свою точку зрения, проходя через эти врата. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите лист бумаги и ручку. Напишите на нем ситуацию, в которой вы избегали конфликта. Затем перечитайте ее и осознайте, что могло бы произойти, если бы вы выразили свои мысли и чувства честно. Зажгите свечу и произнесите: я открываю дверь для честных и мирных решений. Погасите свечу, почувствовав, как уверенность наполняет ваше сердце. Причина 20. Ненависть к весам за осторожность и медлительность в действиях. Весов часто критикуют за их медлительность в принятии решений. Порой они слишком долго размышляют и взвешивают все варианты, что вызывает раздражение у тех, кто предпочитает решительные действия. Для окружающих это может выглядеть как отсутствие амбиций или страха перед переменами. Кармический совет: весам важно понять, что их осторожность – это защитный механизм, который помогает избежать ошибок. Однако, их задача – научиться действовать в момент, не теряя внутренней уверенности. Работая с энергией Марса, они могут найти баланс между обдумыванием и действием, чтобы не упустить важные моменты в своей жизни. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я действую с уверенностью и в нужный момент. Моя осторожность не мешает мне двигаться вперед. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя стоящим на вершине горы, смотрящим на горизонт, где лежит ваш путь. Вы чувствуете, как уверенность в своих действиях наполняет вас. Затем сделайте первый шаг, чувствуя, что каждое ваше движение наполнено решимостью и точностью. Ритуал на избавление от источника этой причины. Для этого ритуала вам понадобится камень или кристалл, символизирующий уверенность в действиях. Положите его в ладонь и закройте глаза. Проговаривайте: я доверяю своим действиям и решениям. Представьте, как энергия камня наполняет вас решимостью.
Держите камень в руках, пока не почувствуете полную уверенность. Причина 21. Ненависть за увлечение искусством и эстетикой. Весы часто любят искусство, стиль и эстетику, что вызывает недовольство у тех, кто считает это поверхностным или ненужным. Однако для весов это не просто увлечение, а необходимость создавать красоту вокруг себя, чтобы поддерживать внутреннее равновесие. Кармический совет: творчество – это путь к пониманию себя и мира. Весам нужно осознать, что их любовь к искусству и красоте является не поверхностной, а глубоко духовной. Через искусство они выражают свои чувства и соединяются с Вселенной. Рекомендуется развивать этот дар и использовать его для повышения качества своей жизни и жизни окружающих. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: красота и искусство – это мои мосты к внутреннему миру. Я открываю для себя мир гармонии и вдохновения. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в галерее, окруженном произведениями искусства, которые отражают вашу душу. Почувствуйте, как каждый предмет вдохновляет вас и наполняет светом. Ваше внутреннее пространство наполняется светом и вдохновением, которое влияет на все вокруг вас. Ритуал на избавление от источника этой причины. Для этого ритуала используйте предмет искусства, который вам особенно нравится. Это может быть картина, статуэтка или даже музыка. Послушайте или посмотрите на этот предмет внимательно, ощущая, как он наполняет вас гармонией и вдохновением. Проговаривайте: «Я наполняюсь светом и гармонией через творчество». Это поможет вам укрепить свою связь с искусством как источником внутренней силы. Причина 22. Ненависть к весам за отсутствие амбиций и стремления к цели. Весов иногда упрекают в том, что они не проявляют достаточно амбиций, не стремятся к власти или материальным достижениям. Они часто сосредоточены на поиске гармонии и внутреннего спокойствия, что воспринимается как отсутствие стремления к успеху. Кармический совет: карма весов заключается в поиске баланса между личными целями и социальной ролью. Им важно понять, что истинный успех приходит, когда они следуют своему внутреннему пути, а не гонятся за внешними стандартами успеха. Весам следует найти свои цели, которые соответствуют их внутреннему стремлению к гармонии. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мои цели – это отражение моего внутреннего мира. Я достигаю успеха, следуя своему пути. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя стоящего перед большим зеркалом, в котором отражаются ваши амбиции. Вы видите, как в зеркале формируются четкие и вдохновляющие цели. С каждым шагом вы становитесь все более уверенными в том, что ваши цели соответствуют вашему пути. Ритуал на избавление от источника этой причины: напишите на бумаге ваши настоящие цели, те, которые вам действительно важны. Прочитайте их вслух и представьте, как они реализуются в вашей жизни. Пусть это будет ритуал не только для закрепления намерений, но и для освобождения от внешних ожиданий и давления. Причина 23. Ненависть к весам за зависимость от мнения других. Весы часто переживают из-за того, как их воспринимают другие. Это беспокойство заставляет их искать одобрение и согласие, что порой приводит к внутреннему конфликту и неуверенности. Кармический совет: зависимость от мнения других – это урок самопринятия. Весам необходимо понять, что их внутренняя сила и гармония не зависят от внешнего одобрения. Кармическая задача заключается в укреплении своей уверенности в себе через принятие и уважение своих собственных ценностей. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я свободен от зависимости от мнений окружающих. Моя внутренняя сила в моем самопринятии. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя стоящего на открытой площади, окруженного людьми, чьи мнения и взгляды не влияют на ваше внутреннее состояние. Вы чувствуете, как ваше внутреннее сияние становится еще ярче, несмотря на внешние шумы и критику. Ритуал на избавление от источника этой причины: напишите на листе бумаги все мнения, которые вас беспокоят. Затем сожгите этот лист, представляя, как эти беспокойства уходят с дымом. Поставьте перед собой зеркальце и скажите: я ценю себя таким, какой я есть. Причина 24. Ненависть к весам за склонность плыть по течению. Весы часто воспринимаются как те, кто не принимает активных решений, а просто плывет по течению жизни, позволяя обстоятельствам определять их путь.
Это вызывает раздражение у тех, кто предпочитает активно бороться за свои цели и идти к ним с упорством и решимостью. Иногда весы могут казаться пассивными или недостаточно амбициозными, что приводит к обвинениям в бездействии. Кармический совет. Карма весов учит их тому, как найти золотую середину между пассивностью и активностью. Им важно осознать, что идти по течению не означает оставаться бездействующими, а наоборот, быть открытыми к изменяющимся обстоятельствам, но при этом сохранять свою внутреннюю цель и направление. Весам стоит научиться быть гибкими в выборе пути, но не забывать об активной реализации своих желаний и намерений. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я иду по жизни с открытым сердцем, принимая изменения, но всегда направляю свои усилия в сторону своих истинных целей». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя на реке, которая несет вас по течению. Вода спокойна, но вы чувствуете, что можете управлять своим направлением, поднимая весла. Наблюдайте, как ваше тело и душа наполняются уверенностью, что даже в потоке жизни вы можете принимать решения и действовать в нужный момент. Ритуал на избавление от источника этой причины. Для этого ритуала возьмите небольшой камень и поднимите его над водой, или просто представьте себе воду, если вы не у водоема. Скажите: «Я управляю своим путем, несмотря на изменения вокруг меня». Погрузите камень в воду, символизируя ваше принятие гибкости в жизни, но также чувство уверенности в собственных решениях. Почувствуйте, как камень олицетворяет вашу способность направлять свое будущее. Причина 25. Ненависть к весам за перфекционизм. Весов часто обвиняют в излишнем стремлении к совершенству, что мешает им наслаждаться процессом и достигать реальных результатов. Они могут застревать в деталях, постоянно стремясь к идеалу, что может привести к разочарованию, когда идеальные условия не могут быть созданы. В то время как окружающие видят в этом поверхностность или слабость, весы переживают из-за того, что не могут достичь идеала. Кармический совет. Карма весов заключается в понимании, что идеальность не является конечной целью, а процесс самопознания и роста важнее самого результата. Им стоит научиться отпускать стремление к совершенству и принимать жизнь такой, какая она есть, со всеми ее несовершенствами и чудесами. Принятие несовершенства позволит обрести внутреннюю свободу и радость от каждого шага на пути. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю несовершенство и ценю каждый момент своего пути. Моя ценность не зависит от идеальности». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы держите в руках алмаз, который имеет небольшие трещины. Несмотря на это, он сияет ярким светом, притягивая взгляды. Понимайте, что каждая трещина – это часть вашего пути, которая делает вас уникальным и прекрасным. Почувствуйте радость от того, что вы можете любить себя и свою жизнь именно такой, какая она есть, без нужды быть идеальными. Ритуал на избавление от источника этой причины. Напишите на листе бумаги все ваши стремления к идеалу, которые мешают вам быть счастливыми. Сожгите этот лист в пламени свечи, отпуская все мысли о совершенстве и принимая свою настоящую, неповторимую природу. Почувствуйте, как каждый момент и каждый шаг вашего пути наполняет вас легкостью и свободой. С этими дополнительными практиками и ритуалами весы смогут гармонично преодолеть внутренние препятствия, связанные с обвинениями и недовольством окружающих. Освобождение от кармических уроков и принятие своих сильных и слабых сторон откроет путь к более глубокому самопознанию и внутреннему балансу. Так как же весам устранить свои недостатки и причины ненависти к ним других людей? Сейчас вы узнаете пошаговые рекомендации весам, как улучшить свою жизнь и избавиться от этих недостатков. Шаг 1. Доверие весов к себе и решение проблемы нерешительности. Чтобы победить нерешительность, весам необходимо научиться доверять своей интуиции и внутреннему голосу. Важно понять, что каждый выбор – это не ошибка, а шанс для роста. Это кармическое испытание, где важно научиться делать выбор, не оглядываясь на прошлые неудачи или страхи. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я доверяю своему внутреннему голосу и уверенно принимаю решения, зная, что каждая ошибка приносит мне мудрость». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите на берегу моря. Вода спокойная и чистая. С каждым вдохом вы чувствуете, как эта энергия наполняет вас уверенностью.
Вы видите перед собой два пути, один ведет к свету, другой к тени. Вы уверенно выбираете светлый путь и с каждым шагом ощущаете, как ваше сердце наполняется силой. Специальный ритуал для этого шага. Проводите ритуал на усиление внутренней уверенности с использованием янтаря, камня, который помогает развивать решимость и силу воли. Сложите несколько камней вокруг себя в круг и скажите: «Я выбираю свою правду и свой путь». Проводите медитацию, сосредоточив внимание на камнях, ощущая их теплую, поддерживающую энергию. Шаг второй. Работа весов с кармой для избавления от лицемерия. Чтобы устранить лицемерие, весам нужно научиться быть честными с собой и другими. Понимание того, что гармония и мир невозможны без искренности – важный шаг на пути к избавлению от этой черты. Кармически важно научиться быть открытыми и уметь высказывать свое мнение, не боясь потерять симпатию других. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я говорю правду с любовью и заботой о других, принимаю себя и позволяю другим быть собой». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как ваше тело становится прозрачным, и ваше истинное «Я» излучает свет. С каждым выдохом вы ощущаете, как свет раскрывает ваше сердце, очищая все, что скрывает правду. Этот свет наполняет вас без страха, и вы ощущаете, как освобождаетесь от всех масок. Специальный ритуал для этого шага. Для работы с искренностью используйте розовый кварц, камень любви и открытости. В течение недели носите его на себе или держите рядом во время медитаций. Проводите медитацию, держа камень в руках и представляя, как его энергия очищает ваше сердце от любых скрытых эмоций и помогает вам быть искренним в любой ситуации. Шаг третий. Восстановление внутренней гармонии весов для преодоления поверхностности. Весам важно научиться искать глубину в том, что их окружает. Понимание, что внешняя красота – это лишь оболочка, а настоящая гармония рождается внутри, поможет преодолеть поверхностные стремления. В астрологии этому помогает Венера, планета, управляющая чувственностью и гармонией. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я нахожу глубину и гармонию в каждом моменте, ценю и внутреннюю, и внешнюю красоту». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите перед зеркалом. С каждым взглядом вы начинаете видеть не только свое лицо, но и вашу душу, светящуюся, яркую и многогранную. Ощущаете, как этот свет распространяется вокруг, наполняя вас гармонией. Ваша внутренняя красота преображает окружающий мир. Специальный ритуал для этого шага: используйте бирюзу, камень внутренней гармонии и глубоких чувств. Проводите медитацию с бирюзой, сосредоточив внимание на своем дыхании. Представьте, как энергия этого камня проникает в ваше тело, очищая от поверхностных желаний и наполняя искренним восприятием красоты. Шаг четвертый. Открытие сердца для преодоления холодности. Чтобы преодолеть холодность и научиться выражать свои эмоции, весам необходимо работать с сердечной чакрой. Важно научиться принимать свои чувства, даже если они кажутся неудобными, и делиться ими с окружающими. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я открываю свое сердце для любви и искренних эмоций, принимаю себя и свои чувства такими, какие они есть». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что в вашем сердце горит яркий огонь. Этот огонь – ваши чувства, он теплый и мягкий. С каждым вдохом пламя становится все сильнее, и вы чувствуете, как тепло распространяется по всему телу, наполняя вас любовью и уверенностью в своих эмоциях. Специальный ритуал для этого шага: проводите ритуал с использованием розовой или зеленой свечи, символа любви и гармонии, и камня авантюрина, который помогает раскрыть сердце. Сожгите бумагу, на которой написаны все ваши скрытые чувства, и представляйте, как с дымом уходят все барьеры, мешающие вам открыться. Шаг пятый. Освобождение весов от манипуляций с помощью честности. Для того, чтобы избавиться от манипулятивных тенденций, весам нужно понять, что их сила заключается в том, чтобы вдохновлять, а не подчинять. Планета Юпитер поможет усилить эти качества, способствуя росту и развитию через честность и искренность. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я использую свою силу для вдохновения, а не манипуляций, и всегда действую с открытым сердцем». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваше тело наполняется золотым светом.
Этот свет – ваша энергия, которая выходит из вас и окружает всех людей, вдохновляя их на лучшие поступки. Почувствуйте, как этот свет расширяется и становится мощной силой добра, очищая все манипуляции. Специальный ритуал для этого шага – используйте тигровый глаз, камень, который помогает обрести мудрость и честность в действиях. Держите его в руках во время медитации и сосредоточьтесь на том, как с каждым вдохом его энергия помогает вам становиться честнее и искреннее, устраняя все манипуляции. Шаг 6. Принятие весами себя и избавление от тревожности через астрологию. Весам нужно научиться принимать себя такими, какие они есть, и перестать беспокоиться о мнении других. Астрологический совет заключается в том, чтобы понимать влияние Венеры, как планеты любви и самооценки, и использовать ее энергию для того, чтобы развить уверенность. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю себя таким, какой я есть, и верю в свою ценность». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите перед зеркалом и видите себя в своем лучшем виде. Ваше отражение сияет, и вы чувствуете любовь к себе. Это свечение распространяется и наполняет вашу ауру, очищая от всех страхов и сомнений. Специальный ритуал для этого шага: сделайте медитацию с использованием камня малахит, который помогает снять тревожность и укрепить самоуважение. Положите малахит на область сердца и проведите 10-15 минут в тишине, чувствуя, как камень поглощает все ваши страхи и сомнения. Шаг 7. Преодоление весами страха ошибиться с помощью кармических законов. Весам стоит учиться воспринимать ошибки как часть процесса роста, а не как катастрофу. Чтобы избавиться от страха, нужно понять, что каждый шаг, даже неудачный, это ценный урок для кармы. Планета Сатурн поможет укрепить терпение и готовность к трудностям. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю свои ошибки как путь к развитию и доверяю жизни». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы идете по лесной тропинке. Вдруг тропа становится трудной и извилистой. Но вы не боитесь, потому что понимаете, что каждое препятствие – это шанс стать сильнее. Вы продолжаете идти, и лес наполняется светом. Специальный ритуал для этого шага: используйте черный обсидиан, камень, который помогает разобраться с трудными ситуациями и преодолеть страхи. Проводите медитацию с обсидианом в руках, представляя, как его энергия помогает вам принять свои ошибки и двигаться дальше с уверенностью. Шаг 8. Отказ весов от зависимости от мнений других через астрологические практики. Чтобы преодолеть зависимость от мнения других людей, весам нужно работать с Луной и ее циклами. Луна отвечает за эмоции и внутреннее восприятие мира, и важно учиться слушать свой внутренний голос, а не внешнее мнение. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я слушаю свой внутренний голос и следую ему, независимо от мнений окружающих». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите на холме в ночное время. Луна ярко светит, и вы чувствуете, как ее свет наполняет вас силой. Каждый ее луч помогает вам ощущать свою уверенность и независимость от мнений других людей. Специальный ритуал для этого шага: в ночь полнолуния проведите медитацию на очищение от внешнего влияния. Напишите на листке бумаги все мнения других людей, которые мешают вам, и сожгите этот лист под светом Луны. Шаг 9. Духовное развитие весов через астрологические практики. Для весов важно учиться развивать свою духовность, понимая, что каждый человек имеет свою уникальную миссию в жизни. Необходимо работать с духовными практиками и использовать энергию планет для того, чтобы найти свой путь и смысл. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я открыт для духовного роста и нахожу свой путь в этом мире». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как вы поднимаетесь на гору, где облака открывают вам новый мир. На вершине горы вы ощущаете, как поток энергии наполняет ваше тело, укрепляя вашу связь с высшими силами. Специальный ритуал для этого шага: используйте амулет с символом вашей духовной миссии, который может быть связан с планетой Юпитер или Солнцем. Этот амулет поможет вам находить и укреплять свой путь через медитации, молитвы или ежедневные утверждения. Шаг 10. Поддержка внутреннего равновесия весов через нумерологию. Весам нужно работать с числом своей судьбы, которое может раскрыть скрытые ресурсы для достижения гармонии.
Это поможет наладить внутренний баланс и избавиться от всех проявлений стресса и излишнего беспокойства. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я нахожу баланс в себе и каждый день становлюсь все более гармоничным. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что перед вами два идеально сбалансированных камня. Они идеально сочетаются друг с другом, а их гармония передается вам, наполняя ваше тело чувством равновесия. Специальный ритуал для этого шага: для работы с числом судьбы создайте амулет с этим числом и носите его с собой. Проводите медитацию, сосредоточив внимание на своем числе и представляя, как оно помогает вам найти внутренний баланс. Шаг 11. Использование весами тотемных животных для защиты и силы. Тотемные животные могут стать проводниками энергии и защитниками. Весам стоит обратиться к своему тотемному животному, например, лебедь или сова, чтобы они помогали в момент принятия важных решений. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открываю свой путь под защитой моего тотемного животного, которое направляет меня и дает силы. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как ваше тотемное животное появляется рядом с вами. Оно смотрит на вас с мудростью и пониманием, даря вам уверенность и силу. Специальный ритуал для этого шага: для работы с тотемным животным создайте изображение или фигурку этого животного, которую вы можете носить или держать рядом с собой. Проведите ритуал, посвященный принятию его энергии в вашу жизнь. Шаг 12. Очистка от негативных привязок через планетарные циклы. Весам важно осознать, что их поведение и ощущения часто изменяются под воздействием планетарных циклов. Применение знаний о ретроградных планетах и лунных фазах поможет им избегать принятия решений в моменты, когда энергии планет не поддерживают их действия. Знания об этих периодах помогут избежать излишней тревожности и найти гармонию в сложных ситуациях. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я живу в гармонии с космосом, принимаю каждый период жизни как шанс для роста и очищения. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы находитесь в центре космоса, окружены звездами и галактиками. Вокруг вас вращаются различные планеты, каждая из которых представляет собой энергетический поток. Вы чувствуете, как их энергия циркулирует вокруг вас, очищая от старых привязок и блокировок. С каждым вдохом вы наполняетесь новой энергией, чувствуя себя обновленным и гармоничным. Специальный ритуал для этого шага: используйте амулет с изображением планеты Венеры или Луны, чтобы укрепить связь с природными циклами. В дни ретроградного Меркурия или других планет проводите ритуалы очищения, например, очищение с помощью энергии воды или земли. Проводите медитацию на очищение от старых привязок, представляя, как они растворяются и исчезают. Шаг 13. Принятие весами своей уязвимости и избавление от страха перед близостью. Для весов важно научиться открывать свое сердце не только для любви, но и для уязвимости. Этот процесс позволит им глубже соединяться с окружающими, искренне выражать свои чувства и эмоции, не боясь быть уязвимыми. Понимание своей уязвимости, как части природного процесса, позволит весам выстраивать более глубокие и искренние отношения. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открываю свое сердце для любви и близости, принимаю свою уязвимость как часть своего роста. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваше сердце – это прозрачный сосуд. Вы видите, как оно излучает мягкий свет, и ощущаете, как этот свет становится ярче с каждым вдохом. Понимайте, что ваша уязвимость – это сила, а не слабость. Ваши чувства и эмоции – это часть вашей внутренней красоты, которые могут соединить вас с миром. Специальный ритуал для этого шага: используйте лунный камень или розовый кварц для медитации, направленной на раскрытие уязвимости и принятие любви. Сосредоточьтесь на камне и представьте, как его энергия наполняет ваше тело светом любви и мягкости. Позвольте этому свету очистить ваши блоки и снять страх перед близостью. Шаг 14. Сила самопознания весов через астрологическую карту рождения. Весам необходимо понять, что их личная астрологическая карта может служить путеводителем, который раскрывает их сильные и слабые стороны. Знание положений планет и домов в момент их рождения поможет глубже понять, почему они реагируют на определенные ситуации и как им преодолевать свои ограничения.
Астрологические практики и самопознание через карту позволят им более уверенно двигаться по жизни. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открываю свою астрологическую карту и позволяю своим внутренним силам направлять меня. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как перед вами раскрывается карта звездного неба в момент вашего рождения. Каждая планета и дом на этой карте излучают свет и символизируют вашу уникальность. Вы чувствуете, как с каждым взглядом на карту все больше осознаете свои сильные стороны и начинаете принимать себя в гармонии. Специальный ритуал для этого шага: проведите ритуал с использованием камня-амулета, подходящего по вашей астрологической карте. Для весов это может быть камень-сапфир, который поможет осознать свои таланты и раскрыть внутреннюю силу. Положите амулет в области солнечного сплетения и медитируйте на звезды, ощущая их мудрость. Шаг 15. Использование весами силы числа судьбы для внутренней трансформации. Нумерология числа судьбы может быть мощным инструментом для самопознания и личной трансформации. Весам важно вычислить свое число судьбы и использовать его в качестве ключа для раскрытия потенциала и преодоления своих слабых сторон. Число судьбы поможет им сфокусироваться на своих истинных целях и научиться правильно расставлять приоритеты. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я нахожу силу в своем числе судьбы и использую его энергию для достижения внутренней гармонии. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите перед огромной дверью, украшенной вашим числом судьбы. Это число излучает свет, и каждый луч наполняет вас энергией. Вы открываете дверь, и за ней находится пространство, полное гармонии и возможностей для роста. Число становится вашим проводником на пути к самореализации. Специальный ритуал для этого шага: для работы с числом судьбы создайте амулет, на котором изображено ваше число. Этот амулет будет служить вам защитой и напоминанием о внутренней силе. Проводите медитацию, сосредоточив внимание на этом числе и на том, как оно помогает вам раскрывать ваш потенциал. Вот и подошел к концу наш ролик о том, почему весы могут быть такими непростыми для окружающих и как они могут трансформировать эти кармические испытания в свои сильнейшие стороны. Мы разобрались в 25 причинах, которые часто вызывают негативные эмоции по отношению к этому знаку, а иногда и ненависть. И что самое важное, мы предложили реальные способы и астрологические практики, которые помогут каждому человеку, рожденному под знаком зодиака Весы, избавиться от этих барьеров и научиться использовать их уникальные качества на благо себе и окружающим. Помните, что каждый знак зодиака, как и каждый человек, имеет свой путь. И ваш путь, дорогие Весы, это путь гармонии, самопознания и внутренней силы. Применяя советы, которыми мы поделились с вами, вы не только избавитесь от негатива и напряженности, но и раскроете для себя совершенно новые горизонты личностного роста и гармонии с собой и миром. Если этот ролик оказался для вас полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал «Астрология мудрости» и, конечно же, оставить комментарий. Ваши мысли, вопросы и предложения важны для нас. Давайте общаться и развиваться вместе. Если мы наберем 6000 лайков, я обязательно подготовлю для вас новое видео, которое поможет Весам раскрыть свой потенциал и достичь успеха в любой сфере жизни. Не упустите свой шанс на новые открытия. А пока оставайтесь с нами, следите за новыми видео и помните, все, что происходит в вашей жизни, имеет глубокий кармический смысл. Будьте гармоничными, будьте мудрыми, будьте Весами. Оставайтесь с нами, продолжение следует.